Всем привет! На связи GNR231, и в этом видео я расскажу о том, как можно использовать контроллер TCP/IP 2.0.0.1, изначально предназначенный для PlayStation 1, в связке с симулятором BWE 5 и ПК-версиях игр серии Densho de Go. Всем приятного просмотра! Для подключения контроллера к ПК нам понадобится Arduino Leonardo, либо иной контроллер на основе микроконтроллера от Mega 32U4. 6 соединительных проводов типа FM. Из программной части нам понадобится Arduino IDE, GlovePi и PPJ Virtual Joystick. Также опционально Dengo конвертер, но только в том случае, если вы планируете использовать контроллер в играх серии Densho de Go. Ссылки на все необходимое находятся в описании под роликом. Подключение самого контроллера к Arduino осуществляется согласно этой схеме. Сначала скачиваем среду разработки с официального сайта Arduino и устанавливаем в любую удобную папку. Далее необходимо установить 4 библиотеки. Это Arduino Joystick Library, PSX Library, Digital EO Library и PSX New Library. Все библиотеки распаковываем в Arduino Libraries. После установки всего необходимого переходим в папку PSX New Lib, Examples, Dengo и открываем .ini файл с прошивкой. В открывшемся окне среды разработки переходим в инструменты, плата и выбираем Arduino Leonardo. Также проверяем порт в соответствующей вкладке. И если все нормально, загружаем прошивку в плату. Если вы сделали все правильно, то в списке игровых устройств должна появиться Arduino Leonardo. Но, несмотря на то, что данные с контроллера уже опознаются системой, его еще не получится использовать где-то кроме BWE 5. Это связано с особенностями изначальной прошивки и конструкции самого контроллера. Если вы откроете параметры Arduino Leonardo в игровых устройствах, то вы увидите, что положение самой рукоятки конвертируется в комбинацию кнопок, а не в положение оси, как у того же контроллера от Zuiki. Для превращения же в свою очередь кнопок в положение оси нам понадобятся две программы PPJ и GlovePi. PPJ представляет из себя виртуальный джойстик, который можно использовать практически в любых играх или симуляторах. GlovePi в нашем конкретном случае будет являться связующим звеном между самим контроллером и PPJ. Далее скачиваем GlovePi.
и распаковываем в любое удобное место. Также по ссылке в описании скачиваем скрипт для конвертации комбинаций кнопок в значение оси. Открываем конфигуратор PPJoy и добавляем новый джойстик. Далее нажимаем «Маппинг» и в открывшемся окне нажимаем «Далее» во всех появляющихся окнах. Запускаем ранее скачанный GoPy и открываем файл с прошивкой. В архиве с прошивкой будет два файла. Файл с приставкой EB конвертирует весь диапазон контроллера в ось. Файл без этой приставки конвертирует в ось диапазон от P5 до B8, но позицию аварийного торможения выносит на отдельную кнопку, что может быть полезно в некоторых ситуациях. Если все заработало как надо, то при открытии свойств PPJoy в игровых устройствах и при изменении позиции рукоятки должна двигаться одна из осей. А теперь перейдем к самому интересному – использованию контроллера в реальных задачах. И начнем с BLE 5. В рамках BLE есть два варианта подключения – через One Handle Input и через Numerous Controller Interface. Думаю, более правильно будет рассмотреть оба варианта. Переходим на GitHub автора и скачиваем версию для BLE 5. Скачанный файл переносим в BLE 5 Input Devices. Открываем настройки, Input Devices и подключаем плагин. В настройках самого плагина выставляем настройки примерно следующим образом. Важно! Для данного способа одновременно с BLE 5 у вас должен быть запущен GoPy. Также по ссылке в описании скачиваем архив. И распаковываем его в корневую папку BLE 5. Подключаем плагин в настройках и переходим в настройки самого плагина. Сначала выбираем Arduino Leonardo в списке контроллеров и ставим галочку на «Активировать контроллер» здесь. Далее нужно откалибровать сам контроллер. Для этого нам понадобятся эти две кнопки. Сначала запускаем мастер калибровки позиции набора и выбираем второй пункт. Переводим рукоятку в положение P5 и нажимаем «Далее». Возвращаем рукоятку в нейтраль и снова нажимаем «Далее». Далее повторяем калибровку для каждой позиции. В конце калибровки нажимаем на «Далее» дважды. Также рекомендую включить в появившемся окне режим пониженной точности. Аналогичный порядок калибровки для позиций торможения. Как я упомянул ранее, контроллер можно использовать и в оригинальной Denshi DGO. Для этого нам понадобится DNGO конвертер от Autotrains. Ссылка на него также в описании. Скачиваем, распаковываем и запускаем. В верхнем меню можно выбрать уже прописанные пресеты для заводских конвертеров, как для Elecom, так и для его аналога от Buffalo. Также есть настройки для разработчиков и для проверки индикации на TCP/IP 2.0.0.17.
Сначала в Converter Type выбираем ZKNS 00 SLAPS и в Device Number ищем наш контроллер. В Select Game выбираем игру и запускаем ее для теста. Если у вас все заработало правильно, поздравляю. Если у вас появились какие-то проблемы во время настройки, установки каких-либо программ, то не стесняйтесь задавать вопросы либо в комментарии, либо в моих соцсетях, ссылки на которые будут в описании. Всем спасибо за просмотр, с вами был Дженнер 231, всем мягких остановок и прибытий по расписанию.